Всем привет! Хочу показать мой способ вышивки с двух сторон. Вот такая вот игрушка. Это волшебная страна, набор для вышивания бисером по дереву. Изначально в заготовке вот 4 цвета. Фетр идет. 4 цвета, видите, ну у меня почти одинаково, только вот неправильно выложено. Однако я решила не вышивать с одной стороны, вот как, допустим, не проклеивать фетром, вот как у меня такая вот, видите, звездочка. Вот это вот тоже был набор от волшебной страны. Она должна была выглядеть вот так. Моя фантазия не остановилась на одном месте. И это был набор FLK 066. Тоже 4 цвета было. Я тут кое-что изменила. В общем, в целом вот такая вот штучка получилась. И с фетром. Но здесь я решила все же освоить навыки вышивки с двух сторон. И вот вы посмотрите, что у меня получается. Уже вышито, вы видите, да, по схеме больше, чем половина. И в этот раз я не зарисовывала, потому что не хотела. И видите, второй набор у меня вот рядом стоят, я уже себе подобрала. Вот такая вторая сторона будет и первая вот такая. Почему я хочу показать свой способ? Эта причина очень простая в том, что я просто хочу вышивать именно в плане, ну, вот так, как быстро. Те способы, которые я видела уже от других вышивальщиц, мне не нравятся из-за того, что там что-то придерживаешь, что-то там заламываешь. У меня все намного проще, я так думаю. Судить вам, пробуйте, но я все-таки, скажем так, пошла другим путем. Итак, в чем же секрет мой? Секрет прост. Я вначале вышиваю один ряд, а потом возвращаюсь, как в крестике. Кто вышивает крестиком, тот знает. Возвращаюсь назад. Видите, у меня даже ниточка заканчивалась. Я ее закрепила. Многие знают уже этот способ. Дважды завязываю. Вот я пропускаю кончик. То есть узелков у меня нету, как вы видите. Единственная у меня разница, что один хвостик у меня идет с этой стороны, а второй спрятан вот по лицу. Ну, как видите, тоже все достаточно чисто, никаких хвостиков. Если кто-то переживает о том, что как же это будет выглядеть, выглядит это вот так вот. Единственное, конечно, что мне все еще не нравится в дереве, это то, что есть центровые какие-то смещения минимальные, но это уже не проблема, скажем так. Я иду правильно по схеме, вы не смущайтесь, потому что действительно нам так почему-то дана, что здесь я еще заканчиваю, здесь уже иду на... Тут еще расширяется, здесь уже идет на сужение. Но в готовом виде, если вы посмотрите на схеме, это такой 3D-эффект, кажется, что она более объемная становится. Поэтому вот так. Итак, продолжаю я вышивать. Я спрячу, потому что пробовала уже вышивать на камеру, но, к сожалению, я не вижу, как накалываю. Поэтому беру бисеринку, прокалываю, вывожу с изнанки. Ну, для нас сейчас изнанка это с фиолетовой стороны. И возвращаюсь вот сюда в дырочку. То есть у меня точно так же ложатся перпендикулярно. В чем еще плюс такой вышивки? Если вы уже с одной стороны выложили верный рисунок, вы просто можете отзеркалить. Если вы вышиваете одинаковыми цветами, ну как бы я изначально запланировала, чтобы два цвета было разных, чтобы было ясно, что я делаю, то тогда, конечно, вам просто придется повторить, и да, у вас просто вправо-влево. Вот девочки многие вышивают там фигурки новогодние, символ следующего года мышонка. Просто это будут зеркальные одинаковые цвета. В моем случае здесь золотистый появляется, видите, одна. Поэтому что делаю я? Я здесь добавляю белую. Здесь у меня все получается, потому что, к сожалению, как
как и всем рукодельницам, мне не видно через камеру. Действительно, все сложно. Добавляю золотую. Перепроверяю, потому что вот он наискосок. И не переживайте, смотрите, как ложатся аккуратно. И нитки у меня не прозрачная нитка, у меня нитка, которая шла в наборе «Волшебная страна», их всегда предоставляют, плюс 2 иголочки. Поэтому вот как-то так. Поэтому не переживайте. Не знаю, насколько видна глубина. Сейчас я попробую. Видите, все, я пришила золотую, она вот тут же ниточка легла. Продолжаем белый. Надеюсь, вам хорошо видно, как ниточка проходит. Видите, практически сразу же прокалываю. Схема достаточно простая, тем более для новичков, которые хотят попробовать. Такой способ неприемлем на вышивке крестиком. Все понимают, да, что вышивка крестиком это в любом случае под фетр, под задник. Но я на дереве специально хотела сделать вот так. А уже фетр я, возможно, использую просто при оформлении каких-то других работ, либо да, буду вышивать на пластиковой основе. У меня, скажем так, он пригодится. Тем более я говорила, у меня дочка школьница, поэтому там тоже они делают всякие поделки. Подтягиваем. Минус деревянных поделок, он очевиден. Когда еще с двух сторон, видите, у меня уже краешек откололся. Плюс с изнанки, это обычная изнанка, вот такая немножечко побитая. С моего опыта они почему-то все такие. Я не знаю причину, но как так происходит. Знаете, лицо вот какое ровненькое. Но опять-таки вы не переживайте. У меня внизу тоже были вот такие вот, я не знаю, как это, ожоги, что ли. Они закрылись. Такие вот щепки минус. Ну что, неудобно. Ну неудобно, во-первых, еще из-за чего она бывает вот так нитка цепляется. И, конечно, неудобно. Поэтому я как бы не переживаю. Моя система меня, скажем так, не подводит. Так, теперь перекрываем толщину. И вы видите, что в конечном счете... Что ж такое?